Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Надя, это канал о вязании. В этом видео я покажу вам, как вязать вот такую вот косу крючком, который опять-таки 100% имитирует косу спицами. Вы скажете: так, стоп, ты нам это уже показывал, зачем ты это делаешь еще раз? Я скажу в свое оправдание, здесь будет другой метод. Этот метод подходит для новичков, подходит для тех, кто только начинает изучать вот это вот вязание боснийской вязкой, поворотными рядами, укороченными рядами. Не знаю, как его еще назвать. Поперечное вязание крючком, которое имитирует вязание спицами, но у этого метода есть один небольшой недостаток. У него несовершенная изнанка. Первый раз, когда я вам показывала эту косу, там, помните, был такой метод с подныриванием. Там был недостаток в том, что можно было запутаться в нитках. Я вам вставлю несколько кадров из того видео, но там было совершенное лицо и совершенная изнанка. Но тот метод был сложнее. Этот метод безумно простый, но изнанка в нем получается не очень красивая. Но он точно так же вяжется в одну нитку, без каких-либо там обрывов нити, без сшивания дополнительных каких-то элементов, да, без привязывания. Все вяжется в одну нитку, все потом прекрасно распускается. Если вы где-то ошиблись, нужно что-то перевязать, все это возможно. Я терпеть не могу резать нити, потому что потом, естественно, размер там изделия как-то меняется, что-то меняется, и все, что вы отрезали, это фактически мусор становится. Вот, поэтому этот метод можно тоже применять, но, допустим, не для создания там шарфов или кардиганов или снудов, где важна изнаночная сторона, где изнаночная сторона может показаться на лице, а, допустим, в шапочках или в маечках, в чем-то таком. Вот этот метод прекрасно подойдет, если вам не важна изнанка. Данную косу, в принципе, можно выполнять на любом числе петель, которое вам нравится. Можно взять число петель кратное 10, тогда у вас будет коса из 10 петель. Можно брать 12, здесь как бы можно и больше, можно и меньше. Здесь уже самостоятельно учитываете этот размер. Я сделаю косу кратную 12, поэтому наберу 48 воздушных петель. Крючок я возьму максимально из рекомендаций к пряже. Вот у меня такая пряжа, к ней в рекомендациях было 5-6 крючок. Я взяла шестерку. Набираю 48 воздушных петель. Петли набраны. И дальше я не сразу начну делать косу. Я сначала сделаю несколько рядов, ну, таких отбивки, чтобы вам просто было нагляднее видно, как эта коса смотрится в каком-нибудь полотне. Смотрите, дальше я хочу связать просто ряд из соединительных столбиков с накидом. Делаю первую воздушную петлю подъема, делаю накид на крючке и вставляю крючок за дальнюю дужку. Подхватываю петлю и протягиваю эту нитку через все петли на крючке. 1, 2, 3. Это будет соединительный столбик с накидом. 4. По задней своей стороне, по изнаночной, он оставляет вот такую красивую косичку. Эта косичка, точнее та сторона, и будет лицом данного изделия, данного образца. Вяжу так до конца ряда. Здесь тоже 48 петель, как и в наборе. Второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Второй ряд это будет лицевая сторона. Здесь буду вязать просто соединительные петли. То есть я чередую ряд из соединительных петель с накидом и ряд из просто соединительных петель. Ну вот так мне захотелось. На самом деле вязать эту косу и по такому принципу вязать поворотными рядами, крючком, да, поперечным вязанием можно практически любым узором. Можно и одними соединительными петлями, можно одними соединительными петлями с накидом, можно одними столбиками с накидами. В общем, здесь смотрите, кто как, просто какой узор вы хотите, да, какую петлю вы хотите использовать. Можно вот взять смесь. Один ряд у меня будет соединительные петли с накидом, второй ряд будет просто обычные соединительные петли. Так получится и немножко пружинистое полотно, и оно будет в то же время
с одной стороны с такими пушистыми косами, а с другой стороны с обычными косами. Здесь делаю тоже 48 соединительных петель. Все стандартно. Работаю так до конца ряда. Все петли, естественно, я вяжу за дальнюю дужку. Второй ряд готов. Вот это была лицевая сторона, вот это изнаночная. Третий ряд будет аналогичен первому. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, вставляю крючок во второе звено от крючка и делаю соединительную петлю с накидом. 48 соединительных петель с накидом будет в третьем ряду. Ну, в общем, все то же самое, что я делала в первом ряду. Вот, да, видно? Первый ряд, третий ряд. Третий ряд готов, дальше четвертый ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И в четвертом ряду я хочу сделать отбивку от вот этой косы для формирования нашей большой основной косы. То есть отбивочный ряд, как бы если бы мы вязали спицами, мы бы назвали это колонка из изнаночных петель, но это не изнаночные петли в крючке, это просто будет отбивка в такое пространство, в котором нет вот этой косы. Как я это делаю? Во второе звено от крючка, но не за дальнюю дужку, не так, как мы вставляли до этого, а за самую нижнюю дужку и за переднюю дужку. Я вкалываю крючок, подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. Опять за нижнюю дужку, которая вот как раз образовала косу, и за переднюю полупетлю. Соединительную петлю. Опять за нижнюю дужку, за переднюю петлю, соединительная петля. Да, можно здесь сделать просто за переднюю дужку, но мне кажется, будет рыхловато, поэтому я вот стараюсь, если есть возможность, зацепить сразу за 2 ниточки. Работаю так до конца ряда. Здесь получается соединительные петли только за 2 ближних как бы дужки. Их тоже будет 48, как и во всем этом полотне. Вот видите, образуется такое пространство между косой, маленькой вот этой косой, и дальше будет большая коса, и между большой косой будет пространство. Так, все, отбивочные ряды я сделала. Дальше начну делать свою большую пушистую пышную косу. И я обнуляю счетчик рядов, начну дальше снова считать сначала. Итак, первый ряд для косы. Воздушная петля подъема, поворот. Напоминаю, что я брала кратность 12. И, соответственно, дальше делаю 12 соединительных столбиков с накидом. За дальнюю дужку. Раз. 2, 11 и 12. Теперь второй ряд косы, воздушная петля подъема, разворот, и за дальнюю дужку вяжу просто 12 соединительных петель. Раз, 2, 11 и последняя 12. Вот смотрите, я сделала одну пару рядов. Всего в моих как бы перекрестиях косы будет по 3 пары рядов, да, 2 перекрестия, и у них каждого 3 пары рядов. То есть вяжу так еще 4 ряда. Вот, 6 рядов для первой части косы готово. Дальше пойдет второй лепесток. У него будет точно такая же высота, то есть это снова 6 рядов. И он будет идти вот так. То есть здесь у него будет 24 петли. Все практически аналогично с предыдущим лепестком, да? Воздушная петля подъема, поворот. Делаю сначала ряд из соединительных петель с накидами. 2, 3. Дохожу до края, то есть 12 петель провязываю. 4, 5, 11, 12. Так, вот, провязала 12, и дальше спускаюсь вниз и провязываю еще 12 петель. Здесь единственный момент. Так. Нет, все правильно. Просто вяжу за дальнюю дужку. Раз, 2, 10, 11, 12. Это, получается, был первый ряд второго лепестка.
Да? И дальше второй ряд этого же лепестка, воздушная петля подъема, разворот. И здесь опять 24 соединительных столбика за дальнюю дужку. Ну, то есть просто вяжу до конца ряда. 2, 3, 4. Второй ряд во втором витке я закончила. Вяжу еще третий ряд, затем четвертый, пятый ряд довязываю вот до сюда и здесь останавливаюсь. Вот, смотрите, довязала я пятый ряд во втором вот этом витке. Дальше будет шестой ряд, и его вяжем только наполовину второго витка. То есть в нем будет 12 петель. Точно так же воздушная петля подъема, разворот, и здесь за дальнюю дужку, получается, вяжу обычными соединительными столбиками. Раз, два, три, 4, 12. Переворачиваю изделие наизнанку. И смотрите, у меня каждый виток косы состоит из 3 пар рядов. Да? Вот был первый виток. Раз, два, три. Вот здесь он прерывается. Вот второй виток. Раз, два, три. И следующий ряд, это уже пойдет следующий виток. Но перед тем, как начать следующий виток, давайте сошьем вот этот вот виток со следующим по изнаночной стороне. Нужно их скрепить. Сшивать мы будем прямо в процессе вязки. Можно сшить все это после, по завершению вязания. Но зачем, когда у нас те же нитки, тот же крючок, и мы можем сейчас это сделать. У каждого вот этого ряда раз, два, три. 3 пипочки от поворота. Вкалываю крючок в эту пипочку, подхватываю свою рабочую петлю и вывожу ее через пипочку. И делаю воздушную петлю. Все. Получается, что у меня вот этот ряд сомкнулся с вот этим. И дальше у меня начинается отсчет заново, у меня начинается новый виток. Здесь делаю воздушную петлю подъема, вкалываю крючок опять, не воздушную петлю подъема, простите, здесь делаю накид, да, следующий ряд вяжется с накидами, вкалываю крючок опять за дальнюю дужку, так, где это у меня, вот так, и вяжу сначала 12 соединительных петель с накидом до края, так, это 3, 4, 11 и 12. Вот 12 петель для края, потому что, я напоминаю, кратность моих кос была 12. И дальше еще 12 из нижнего ряда. Точно так же делаю накид на крючке, спускаюсь в нижний ряд и делаю еще 12 петель. Это получается уже первый ряд следующего витка. 2, 3, 4 и 12. Первый ряд готов. Здесь вот произошел стык, и дальше в обратную сторону вяжем второй ряд. Второй ряд третьего витка. Воздушная петля подъема, разворот. Здесь вяжу обычными соединительными столбиками. 1, 2, 3. Ну, в общем, вяжу 24, то есть вот до этого края, и дальше встречаемся там. Второй ряд третьего витка я связала, снова переворачиваю изделие наизнанку и снова делаю тот же самый фокус. Нахожу у самого первого витка, на этот раз второе, вот они, второй поворот, да, вторые перемычки от поворота, вкалываю сюда крючок, опять беру свою рабочую нитку, подхватываю ее, рабочую петлю, вывожу эту рабочую петлю. Я сделала некрасиво, давайте вот так, нитку вот эту уведу за работу, так будет просто красивее, и теперь вывожу петлю и делаю воздушную петлю. И вот я сделала смыкание, второе смыкание, да, и дальше третий ряд, это снова 24 соединительных столбика с накидами. За воздушную петлю подъема мы принимаем вот эту первую смыкающуюся петлю, ну, она и является воздушной петлей подъема в данном случае. Делаю накид, вкалываю крючок за дальнюю дужку, провязываю 1 накид, 2. Ну и работаю так, делаю 24 соединительных столбика с накидами вот до сюда. Третий ряд готов.
И дальше 4-й ряд, воздушная петля подъема, разворот, и здесь будут просто соединительные петли, обычные, их тоже будет 24. Раз, два, три, 4. Вяжу так вот до сюда. Это будет последняя точка. Так, довязала я до этой точки, снова делаю поворот, и здесь точно так же делаю смыкание. Увожу ниточку за работу, вот остается последняя, 3-я пимпочка, вот она. Вкалываю в нее крючок, подхватываю рабочую ниточку и увожу эту рабочую нитку вот сюда. То есть получается, я каждый ряд первого витка смыкаю с каждым рядом 3-го витка. И делаю воздушную петлю подъема. Был 4-й ряд, теперь 5-й ряд. 5-й ряд это в петли с накидами, да? Точно так же 24 соединительных петли с накидами за дальнюю дужку. Здесь можно каждый раз считать петли для контроля себя. Я работаю таким образом вот до этой ступенечки. 5-й ряд я довязала у этого витка, воздушная петля подъема, разворот, и остается 6-й ряд. Вот смотрите, вот уже видно это обвитие, да, косу. На 6-й ряд мы вяжем только наполовину, то есть делаю только 12 соединительных петель. Раз, два, 11, 12. Вот я останавливаюсь, и теперь как бы начинается новый виток, и новый виток будет смыкаться уже с вот этим витком точно так же по изнаночной стороне. Переворачиваю изделие наизнанку. Здесь снова раз, два, три. Вот 3 пипочки от поворота. Вкалываю сначала в первый крючок, смотрю за рабочей ниткой, увожу ее вот так вот назад, иначе будет не очень красиво. Подтягиваю все хорошо. Вытаскиваю рабочую петлю и делаю воздушную петлю, которая в данном случае смыкает все вот эти вот ряды. И дальше у меня начинается уже новый виток. Вот смотрите, 12 петель. Здесь в остатке будет 12 петель. Обнуляю свой отсчет. И получается, вяжу 12 соединительных петель с накидами, да? И повторяю снова и снова этот виток, смотря какая у вас длина полотна, столько раз вам и нужно повторить. То есть делаю все то же самое, точно такие же смыкания, как я делала и на предыдущем витке. Доделала я очередной виток, видите, почти дошла до конца. Здесь осталось еще одно отверстие, и нужно еще довязать вот этот вот кусочек. Как всегда, 6-й ряд вяжется только наполовину витка, в нем лишь 12 петель. Начинаю делать смыкание, да, все то же самое. Снова нахожу самый нижний пимпочку, самую нижнюю пимпочку от поворота рядов предыдущего витка, увожу ниточку вот так, подхватываю открытую петлю, делаю воздушную петлю подъема. И вот начинается следующий виток. Он будет короткий, да. Делаю 12 соединительных петель с накидом. Раз, два, 12. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь опять 12 обычных соединительных петель. Раз, два, три, 12, да? Опять поворачиваю изделие, нахожу вот здесь в отверстии вторую пимпочку от поворота, вкалываю в нее крючок, ниточку увожу на изнаночную сторону, подхватываю рабочую петлю, вывожу ее и делаю воздушную петлю подъема. И снова 12 соединительных столбиков с накидом за дальнюю дужку до конца ряда. Раз, два, 11 и 12. Так.
Снова воздушная петля подъема, поворот. Это будет 4-й ряд последнего витка. И здесь снова 12 соединительных петель. 1, 2, 3, 12. Разворачиваю снова изделие, увожу ниточку за работу. И здесь в отверстии остается вот последняя пимпочка от поворота предыдущего витка. Вставляю крючок, делаю последнее соединение, вывожу рабочую петлю, делаю воздушную петлю и заканчиваю этот виток. Снова 12 соединительных петель, 5-й ряд. Да? 1, 2, 3, 11 и 12. Переверну на лицевую сторону. Сейчас косу прокручу. Вот, сама коса почти готова. Здесь 6-й ряд у последнего витка. Это будет ряд, который провязывает все петли в данном изделии. То есть воздушная петля подъема, поворот. Данный ряд вяжется соединительными столбиками обычными за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот я дошла до первой как бы ступеньки, ее видно. И вот так вот сворачиваю свою косу. Так, не так свернула. Вот так сворачиваю свою косу. Вот она. И здесь вот я смотрю, вот была провязанная петля. Значит, мне сюда, мне в следующую. Считать здесь очень легко. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, помните, да, про кратность моих кос? Я делала как раз косу кратную 12. Снова смотрю, опа, вот так сворачиваю. Вот сюда сделана петля. Значит, перехожу к следующему звену. И снова 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Ну и последний остается. Вот он, последний виточек. Опять вот звено, куда сделана петля. И значит в следующее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Все, как бы узор косы на этом закончен. Вот так выглядит целая полная коса. Дальше можно опять связать ряд отбивки, допустим, да, либо ряд из целой косы. Можно связать еще одну косу. Можно как бы косы разбить и сделать в шахматном порядке. Ну, в общем, все на ваше усмотрение. Я как-то сейчас красиво завершу этот образец, чтобы показать вам всю его наглядность, и уже дальше покажу вам его изнанку. Вот, видите, косу я закончила полностью. Это ее лицевая сторона, пушистые, объемные обвития, да, напоминает и имитирует абсолютно косу спицами. Вот этот ряд отбивка, что сверху, что снизу косы, да, и дальше идут снова
такие тоненькие ряды, как бы косы, которые напоминают колонку из лицевых петель. Я вам сейчас покажу изнанку, но я немножко напортачила на при смыкании этих витков. Вот так выглядит изнанка. На изнанке этой косы, вот видно эти места, где она смыкается. Здесь как бы не такая изнанка, что можно назвать эту косу в две стороны. Вот лицо, а вот изнанка. И я немножко напортачила, я показывала, как соединять эти места. Когда я показывала, я соединила первый ряд с третьим, второй со вторым и третий ряд с первым. Надо, конечно, делать наоборот. Надо соединять первый с первым, второй со вторым, третий с третьим. Поэтому здесь у меня, вот видите, такой разворот получился. Но вы, когда будете делать, ну, можете сделать так же, как и у меня, в принципе-то, на лице это никак не сказывается, но можете сделать как надо, да, первый с первым, второй со вторым, третий с третьим. А я сделала первый с третьим, второй со вторым, третий с первым. Ну, в общем, вот так вот у меня получилось. Но я, пожалуй, свяжу, наверное, шапку, хотя еще не знаю, с этим узором. Там постараюсь исправиться. Вам, естественно, тоже все покажу, все расскажу. Связала я еще один мотив, и я его уже связала правильно, смыкая нужный ряд с нужным рядом, да, вот первый мотив, здесь, видите, перекрученные стыки, и получается вот это вот смыкание, оно перекручено. А здесь уже все верно сделано, здесь первый с первым, второй со вторым, третий с третьим. Поэтому здесь такого перекрута нет. Ну, с лицевой стороны все выглядит одинаково и идентично. Вот тот изъян этого метода, который я хотела вам показать. Вот видите, здесь изнанка получается, ну, такая несовершенная, да, ее нельзя как бы так показывать кому-то, нельзя назвать изделие, связанное таким методом, двусторонним, в отличие от того метода, где нужно подныривать под вот эти вот обвития, там получается бесшовное лицо, бесшовная изнанка, идеально красиво со всех сторон, но там можно запутаться в нитках. А вот здесь все довольно просто, довольно легко делается. Единственный момент, можно вот, например, вот так сделать, как сделала я первый раз. И второй момент, что получается вот такая вот несовершенная изнанка. Но я надеюсь, что вам все равно это видео понравилось, что оно все равно было для вас полезно. Спасибо большое за ваши лайки, за то, что пишете комментарии, за то, что подписываетесь на канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.